Всем добрый день! Вы на канале Татьяна Мёртвоглу турецкие узоры. Сегодня я буду вязать вот такие тапочки. Это у меня такой заказ. Денежные тапочки, как я их назвала. Они связаны на 5 спицах. Размер 37-38 у меня получился. Вот такая вот боковушечка. Вот так вот по пяточке идут. Как-то так, вот так. Значит, что я для этого использовала? Нитки у меня акрил стопроцентный. Турецкая пряжа это 100 грамм 250 метров. Спицы я буду использовать номер 2,5, 5 спиц. Крючок мне понадобится, обычный крючок. Вот как-то так. Ну что, начнем. Значит, вот я нарисовала узорчик, по которому буду вязать. Простенький. Наберу я 64 петли всего. По тапочку у меня будет. Вы ориентируйтесь по своей толщине. Узор я рассчитала на 64 петли. Значит, наберу я другим способом, не джуди, не турецким. На одну спицу наберу 12 петель. Обычным способом наберем 12 петель. Разворачиваюсь. Первый ряд провяжу изнаночными. Первый ряд до конца вяжем все изнаночными. Развернемся и следующий ряд все провяжем лицевыми. Угу. Так, теперь повернули, все вяжем лицевыми до конца. Просто не все любят этот набор двухсторонний, поэтому в этот раз решила попроще сделать. Так, и теперь с этой стороны наберем 12 петель. Вот под дужку. Вот так вот. Чтобы петля в петлю совпадала. Так вот, петелька в петельку. Наберем до конца 12 петель. Еще раз смотрите. Вот она петелька идет. Вот поддушку завела. Вот так вот. А здесь у нас также получится дальше изнаночной все сзади. Набираем 12 петель до конца. Набрали 12 петель до конца. И первый ряд провяжем по кругу без прибавок. Все лицевыми. Весь тапочек вяжется лицевыми петлями. Здесь немножко будет неудобно мысочек показывать, но я думаю, кто вяжет, все уже знают, как мысочек вяжется. Первый ряд провяжем по кругу без добавок. Разделим на 4 спицы. Это все забыла сказать. На каждой спице у меня по 6 петель. Все, провязала его. Вот так вот у нас получается. Теперь со следующего ряда, в начале, в конце ряда
после первых 2 петель я буду делать прибавку. Так буду прибавлять, пока у меня на спицах не будет 64 петли. Первую, вторую провязываю. Прибавку. И дальше вяжу до конца второй спицы. Осталось у меня 2 петельки. Делаю прибавку. И последних 2 провязываю лицевой. Также переходим на следующую сторону. Вяжем. Первые 2 провязала. Следующая прибавка. И до конца. Единственное, в последних 2 рядах я прибавки делала через 1 ряд, а потом через 2 ряда. Все, вяжем наш мысочек по кругу. 2 осталось, сделала прибавку. Так, вот она наша прибавка. Угу. Вот такое вот дело вырисовывается. Вяжем по кругу, провяжем 64 петли. Я к вам вернусь, начнем вязать узор. Я набрала 64 петли. Всего у меня на спицах. Первый ряд начинаю вязать узор. Подключаю контрастную нить. Такой мысок получился. Первую петельку провяжу зеленым цветом. 1 зеленым. 3 желтым. 1 зеленым. 3 желтым. Так будем чередовать до конца ряда. Полностью весь круговой ряд. 1 зеленым, 3 желтым. Одна зеленым, 3 желтым. Провяжем весь ряд. Придем в начало. Ряд закончила. 3 желтых в конце у меня. Второй ряд. Первые 3 петли зеленым цветом. Раз, 2, 3. 3 желтым. 5 зеленым.
3 желтым, 5 зеленым, и опять 3 желтым. Так будем идти до конца ряда. Теперь 3 желтым, 5 зеленым. Это был второй ряд. 5 зеленым, 3 желтым. Идем до конца ряда. Провяжем весь ряд. Третий ряд узора. Ниточки перебрасываю. Первая зеленым. Одна желтым. 2 зеленым. Одна желтым. Две зеленым. Одна желтым. Одна зеленым. Одна желтым. 2 зеленым. Первую денежку вывязали. Теперь одна желтым. Идем дальше. Повтор. Вот как мы вязали вот это вот первое. Повторяем. 2 зеленым. Одна желтым. Одна зеленым. Одна желтым. Две зеленым. И между ними одна желтым. Две зеленые. Ну, довяжу до конца. Последние, вот они, 5 петель. 2 зеленым. Одна желтым. Одна зеленым. Одна желтым. Две зеленым. Вот он сам узорчик. Опять одна желтым и повтор. Так провяжем до конца. 2 зеленым, одна желтая, одна зеленая, одна желтая, 2 зеленым, разделительная желтая и повторяем. Это был третий ряд. Довяжем его до конца. Пойдем дальше. Довязали третий ряд. Четвертый ряд. Одна зеленая. Одна желтая. Две зеленым.
одна желтым, две зеленым, одна желтым, одна зеленым, одна желтым, две зеленым и между ними одна желтая. Повтор. Две зеленым, одна желтая. Теперь смотрим вот на сюда и точно так же продолжаем вязать до конца ряда. Две зеленым, одна желтая, одна зеленая, одна желтая, две зеленым и между ними одна желтая. Повторяем так до конца ряда. Две зеленых, одна желтая, одна зеленая, одна желтая, две зеленых, между ними одна желтая. Довяжем так до конца. Пятый ряд. Одна зеленым, четыре желтым, две зеленым, одна желтым, одна зеленым, четыре желтым. Повторяем. Две зеленым, одна желтым, одна зеленым, четыре желтым. И опять повтор. Две зеленым, одна желтым, одна зеленым. Одна зеленым, четыре желтым. И опять идет повтор. Две зеленым, одна желтым, одна зеленым, четыре желтым. Точно так же провяжем обратную сторону. Шестой ряд. Первых три зеленым цветом. Три зеленым. Три желтым. Пять зеленым. Три желтым.
И опять повтор. 5 зеленым, 3 желтым. 5 зеленым, 3 желтым. Пять зеленым. Три желтым. Пять зеленым. Итак, идем до конца ряда. Это был 6-й ряд. Переходим на 7-й ряд. Первая, одна зеленым. Одна желтым. 2 зеленым. 4 желтым. Одна зеленым. Одна желтым. 2 зеленым. 4 желтым. Повтор. Одна зеленым. Одна желтым. 2 зеленым. 4 желтым. И опять повтор. Одна зеленым. Одна желтым. 2 зеленым. Так, идем до конца. Это был 7-й ряд. Восьмой ряд. Одна зеленым. Одна желтым. 2 зеленым. Одна желтым. 2 зеленым. Одна желтым. Одна зеленым. Одна желтым. 2 зеленым. Между ними одна желтая. Повторяем. 2 зеленых, одна желтая, одна зеленая, одна желтая, 2 зеленых. Так будем идти до конца ряда. Повтор. 2 зеленых, одна желтая, одна зеленая, одна желтая,
2 зеленых. Между ними 1 желтая. Идем так до конца ряда. Это был 8 ряд. 9 ряд узора. Ох, господи, куда же это вот? Первая зеленым цветом, 1 петелька. Одна желтым, 2 зеленым, 1 желтым, 2 зеленым, 1 желтым, 1 зеленым, 1 желтым, 2 зеленым. Между ними 1 желтая. Дальше идет повтор. 2 зеленых, 1 желтая, 1 зеленая, 1 желтая, 2 зеленых. Так будем повторять до конца ряда. 2 зеленых, 1 желтая, 1 зеленая, 1 желтая, 2 зеленых. Между ними 1 желтая. Так вяжем до конца. 10 ряд узора. Первые 3 петли желтым, зеленым цветом. 3 желтым, 5 зеленым, 3 желтым, 5 повтор, 5 зеленым. Дальше до конца ряда идем 5 зеленым, 3 желтым. 5 зеленым, 3 желтым, 5 зеленым, 3 желтым. Так идем до конца ряда. 11 ряд. Это последний ряд. Заканчиваем вязать нашу деньгу, так сказать. Так, первая петелька зеленым цветом. 1 зеленым, 3 желтым. 1 зеленым, 3 желтым. И так будем повторять до конца ряда. 1 зеленым, 3 желтым. 1 зеленая, 3 желтым. Все, так дойдем до конца ряда. 3 желтым, 1 зеленая, 3 желтым, 1 зеленая. Значит, на этом ряд этот закончится. Что у нас будет дальше? Дальше следующий ряд я провязала 3 раза по узору. Следующий ряд в шахматном порядке. Ставим вот над этой вот, между двумя денежками, ставим эту денежку. Я вам сейчас сначала покажу следующего ряда, а дальше провяжем весь мысок сами. 12 ряд. Начинаем заново вязать узор.
Я вам начало немножечко покажу, а дальше ориентируйтесь, потому что вы уже связали. Точно так же будете продолжать вязать дальше. Значит, первые 2 петли желтым цветом. Дальше 5 зеленым. Три желтым. Все, и так идем до конца ряда. 3 желтым, 5 зеленым, 3 желтым, 5 зеленым. И потом из каждых 5 смотрим на нижний ряд и вывязываем деньгу. Раз, два, три, 4, 5. И повтор. 3 желтых, 5 зеленых, 3 желтых, 5 зеленых. Значит, что я сделала? Я 3 раза провязала. Вы ориентируетесь по своей высоте. Ну, как раз, как по мне, так нормальный получился мысок. Довяжем до последнего ряда. Встретимся и начнем вязать боковые части. Вяжем. Закончили вязать мысок, закончили узор. Дальше провяжем 2-3 ряда основным цветом. Значит, вот здесь у нас середина. Нашли середину. Не доходя середины, последние 5 петель провяжем изнаночными. Сейчас будем делать разъем. Так, раз, два, три, 4, 5. Разворачиваемся. Первые 2 петельки я провяжу вместе. Немножечко открыть. Остальные все до конца ряда буду вязать изнаночными. Все до конца вяжем изнаночными. Довяжем до конца ряда. Довязали до конца ряда. В конце ряда я также закрыла 2 петельки вместе. Теперь, что у нас получилось на этой стороне? 1 кромочная и 3 изнаночных. Здесь будет точно так же. Будем добавлять по одной изнаночной в каждом лицевом ряду. 1 кромочная, сейчас 3 изнаночных. Раз, два, 3. Остальные все вяжем лицевыми. До конца вяжем лицевыми. Дойдем до этой стороны. Здесь у нас 3 изнаночных. Мы провяжем 4. По одной изнаночной в каждом лицевом ряду будем добавлять. Довязали до конца ряда. 3 изнаночных. Добавляем еще 1. И до конца ряда вяжем все изнаночными. Разворачиваемся. Изнаночная сторона. Все изнаночными до конца. Вяжем все изнаночными. Левая сторона. Опять также снимаем, первую снимаем. 4 провязываем изнаночной. 1 добавляем. В каждом ряду лицевом будем добавлять по одной изнаночной. Я расширю до 16 изнаночных у меня будет. А потом будем вязать ровно. Все. В каждом ряду по одной петельке по лицевой стороне добавляем. Вяжем дальше все лицевыми. Также добавляем с правой стороны. По изнаночной стороне все вяжем изнаночными. Там никаких действий у нас нету. Вяжем ровное полотно. Это у нас будет длина тапочки.
Всё, вяжем все лицевыми. Добавляем здесь и здесь. Смотрите. Значит, вот я расширила до 16 петель. 16 у меня петель здесь. Дальше я буду вязать ровно. Без добавок, без ничего. Всего до начала пяточки я провяжу, вот эти вот бороздки, зубчики есть, 21 зубчик. Провяжем 21 зубчик всего, я к вам вернусь, начнем вывязывать вот эту вот часть. Сейчас расширим, провяжем немножечко ровно. У меня 21. Длина на 37 на 38 размер. По моему метражу не так заговорилась, извините. 21 зубчик. Вы опять же примеряйте. Может быть, у вас будет чуть покороче, чуть подлиннее. Вяжем. Провязали нужную длину тапочки. Теперь что делаем дальше? Будем закрывать пяту. Значит, распределим на 3 спицы боковые стороны и пятка сама. Я здесь оставила 24 петли. Можно 23, 22, какую высоту вы хотите, какая вам нужна. Я ее сейчас даже замерю в сантиметрах, потому что тапочки уже примерила, поэтому высота у меня 8 боковой стороны. Посередине я оставила 14 петель. Теперь вот на каждой тапочке получится такой шов. Я сделаю каждый тапочек, чтобы швы смотрели вовнутрь. Можно, конечно, связать на одну сторону, но вот на этом вовнутрь. Поэтому закрывать мы петли будем на одном с левой стороны, а на другом с правой стороны. Значит, провязали до конца ряд. Вернемся обратно. Вот эти вот наши 23 петли. Последнюю петельку будем провязывать вместе с петелькой с пяточки. 2 вместе провяжу лицевой. Ой, изнаночной. Развернулись. И идем обратно. Петли подошвы вяжу лицевыми. Платочная вязка, которая у нас была, так и продолжаем вязать ее платочной. Ничего не изменяем. Идем до конца. Вяжем эти лицевыми, остальные изнаночными. Изнаночными довяжем до конца. И вернемся по изнанке. Опять будем закрывать петельку. Вяжем до конца. Развернулись на изнаночную сторону. По изнаночной стороне все боковые петли провязываем изнаночными, так как и вязали весь тапочек. Довязываем до последней петельки. Последнюю петельку также провязываем с петелькой с пяточки. 2 вместе изнаночной. Все. Разворачиваемся и опять вяжем боковую сторону. Вяжем только боковую сторону. Будем сокращать по одной петельке, пока не закончатся все петли на пятке. Вот эти вот петли, которые мы выделили посередине, все по одной. С изнаночной стороны будем закрывать по 2. Понятно, да? Дойдем до последней петельки и будем сшивать, соединять. Продолжаем закрывать петли. Что у нас получается? Вот смотрите, вот так вот это ложится косичка. Вот такой вот задничек. Резиночка платочная вязкая продолжается по всему заднику. Так мы ее довязываем. Довяжем последние петельки. Вот опять же по изнаночной провязали все изнаночными. Последние 2. Одна с боковой стороны, одна с пятки. Провязали вместе изнаночной. Развернулись. Первую подтянули. Первую снимаем. Еще раз. Вяжем лицевыми. То, что платочное, провяжем платочной вязкой.
Я закрыла последнюю петельку. Теперь, что я буду делать дальше? Дальше сейчас этот шов нужно соединить. Значит, кто знает трикотажный шов, соедините трикотажным швом. Я с ним не дружу, с этим швом, поэтому я буду соединять так, как знаю. Смотрите, пока я не довязала, сразу скажу. Вот у меня получится 2 шва, будут смотреть в серединку. Значит, этот тапочек мы закрывали по изнаночной стороне петли, а второй тапочек будем закрывать по лицевой стороне. Одну петельку с боковушки, одну с пятки будем закрывать лицевой. Этот мы закрывали изнаночной по изнаночной стороне, а этот тапочек будем закрывать лицевой. Так же само, только вот сразу провязали и 2 петельки вместе лицевой. Развернулись и вяжем только боковую сторону. И тогда у вас швы получатся, будут смотреть друг на друга. Так, что теперь? Теперь я выверну тапочек, чтобы было удобнее мне. Вот такая как раз изнаночка у меня получилась. Вот сейчас зачистим это все. 2 ниточки осталось. Так, что я тут буду делать? Вот она, последняя петелька, которую я закрыла. Я ее сниму. Теперь петелька в петельку разверну, чтобы они друг на друга смотрели. И просто провяжу их вместе. Наверное, это крючком делать даже удобнее. Провязала их вместе. Сейчас я возьму крючок, подождите. Я делала это спицами, но на столе спицами неудобно. И протянула через нее. Значит, вот в эту петельку и в эту. Протянула. И протянула в эту. Вот, все. И так буду до конца идти. Нить не обрезаем. Потом мы еще немножечко обвяжем вверх. Подсоберем. Вот так. Вот так. Подтянули. Подтянули. Вот так буду соединять. Вот петелька в петельку у меня получилось. Толщины нету. Довяжем так до конца. Вот здесь следите, чтобы это все совпало. Я к вам вернусь еще. Идем дальше. Последний шаг. Так, что сделала? Закрыли мы наш шов. Вот такой вот получается. Вот такой вот задничек получился. Это все отмочить нужно немножечко, чтобы это все лягло хорошо. Ну и в принципе все. Теперь что я сейчас еще сделаю? Верхнюю часть подсоберу немножко, так сказать. Уплотню край. Нужно его уплотнить немножко, и не так сильно будет вот эта вот часть растягиваться. И выглядеть будет получше. Проложим еще один шов. Только сильно его не затягивайте. Вот так вот. Под под 2 дужками вытягиваю петельку. Я думаю, все это знают прекрасно. Вот. Если у вас сильно широкий верх получился, можете кое-где потуже затянуть, ну, чтобы по ноге получилось. Так вот, спокойненько проложим. Все. Вот такие тапочки-следочки. Вяжутся быстро. Я за день с перерывами на обед связала один тапочек. И отсняла, естественно, видео на него. Так что вот, кому-то в подарок. Очень хорошая штука. Все понятно, да? Заканчиваем наш тапочек. Такое коротенькое, можно сказать, видео. Немножко повяжу спицами,
чтобы руки отдохнули от тунисского крючка. А потом опять перейду к тунисским. Соскучилась за ними уже. Ну все, до конца уже довязывать не буду. Понятно, да? Вот смотрите. Получается вот такой уплотненный двойной верх. Все, на этом, девочки, сегодня все. Довязываем тапочек. 7 легких петелек. Спасибо за просмотр. До новых встреч.